Из России вас приветствует творческая группа программы «Салем, Казахстан». Прежде всего, примите наши поздравления с десятилетием независимости суверенной республики Казахстан. Еще в XVIII веке один из русских послов сообщал: «Казахского народа все люди говорят, что с людьми российского народа быть в миру всегда они желают». Таким образом, происходило добровольное присоединение младшего Жуза к России, оформленное жалованной грамотой императрицы Анны Иоанны от 19 февраля 1731 года. На протяжении многих десятилетий казахи вели освободительную борьбу против захватнической политики царской России, затем против коммунистического давления и влияния советской России. Уже несколько лет не существует СССР, но между нами сегодня больше общего, чем разногласий. Вот эта евразийская ось, на которую нанизан наш континент, евразийский континент, была освоена казахами и родственными им народами. Самые большие собрания восточных книг находятся в Британской библиотеке и в Национальной библиотеке Франции. Но соперничать с ними может Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения Российской академии наук. В Пушкинской библиотеке вы найдете наиболее полную в мире коллекцию списков Корана. У нас в Петербурге многое связано с Казахстаном. Первый казахский ученый современного типа, в то же время и российский интеллигент, Чокан Валиханов, в конце концов воспитывался и писал здесь, на берегах Невы. Именно здесь, с петровских времен, концентрируются те самые великие богатства народов Востока, которые никогда не канут в вечность. Вот эта книга, которая написана Турсуном Икрамовичем Султановым, доктором исторических наук, профессором Ленинградского университета, заведующим кафедрой, и мною, здесь, в этом институте, как раз и повествует о прошлом казахского народа, населения Казахстана древнего и казахского народа, прежде всего на основании тех рукописных сокровищ, которые хранятся в нашем институте. Вот эта евразийская ось, на которую нанизан наш континент, евразийский континент, была освоена казахами и родственными им народами. До сих пор Москва оспаривает Санкт-Петербургом звание культурной столицы. Наша съемочная группа приехала в город на Неве, чтобы освещать обменные гастроли Большого и Мариинского театров. В зимнем, холодном Питере мы встретились с повелителем оркестров, как называют его западные музыкальные критики, Фуатом Мансуровым. Эти обменные гастроли превращаются в некое такое заочное соревнование. Вчера был триумфальный спектакль, но это свидетельствует о высочайшей культуре Большого театра. И питерцы с большим энтузиазмом отнеслись к нашим спектаклям и заявили, что Большой театр – это действительно первый театр страны. Профессор, народный артист Казахстана и Татарстана, заслуженный деятель искусств России, более знаменитый за рубежом как дирижер Большого театра, мастер спорта по альпинизму, математик, лингвист, художник, оформивший не один оперный спектакль, оказался простым и обаятельным человеком. Казахстан во все времена был страной многонациональной, и вряд ли в какой-нибудь стране живет такое количество совершенно разнообразных национальностей. Мне всегда импонировала вот какая-то, знаете, общность людей, живущих в этой стране. Мне бы хотелось поздравить всех с десятилетием независимости, ведь Казахстан никогда не был государственным, и только в третьем тысячелетии он обрел эту государственность. Немного найдется дирижеров, умеющих так профессионально работать с вокалистами. Не случайно многие молодые оперные певцы стремятся работать именно с ним. Звезда российской эстрады, солист Большого театра Николай Басков, самый молодой исполнитель партии Ленского в опере «Евгений Онегин». Одно
В октябре этого года Николаю Баскову исполнилось 25 лет. С огромным успехом прошли его концерты в Государственном центральном концертном зале России, приуроченный к этому событию. По иронии судьбы, продюсером самого успешного российского артиста является Рашид Дайрабаев, казах по национальности. Курматы Жолдастар, дорогие друзья, я очень счастлив и рад, что мне выпала такая большая честь поздравить вас с замечательный народ с десятилетием вашей независимости. Дай Бог вам счастья, благополучия, благоденствия, духовности и удачи вашему президенту, который вас ведет, наверное, к самому, который болеет сердцем за свой народ. И я, наверное, имею непосредственное отношение к вам, потому что мой исполнительный продюсер, он казах, и мое искусство соприкасается с вашей солнечной страной. Тугандар, баурлар, Россиядан, Улькен Салем. Здравствуйте, мои дорогие, я очень скучаю по вас и рад вас приветствовать на русской земле, своих родных, любимых казахстанцев, откуда я родом. У меня никогда по жизни не было каких-то разделений. Русский, ты казах, еврей, там, украинец и так далее. Какой бы ты нации ни был, лишь бы ты был человек хороший. Я от всей души хочу поздравить всех вас с праздником, пожелать вам всего самого-самого доброго, удачи во всех ваших начинаниях, чистого неба над головой, чтобы у вас было все-все-все в порядке, в жизни все хорошо и, как говорится в России, полная чаша. Спасибо, с праздником вас. Культурные связи между народами всегда сильнее политических. С 1889 года в возрасте 44 лет Абай Кунанбаев, тот, кого русский и весь тюркский мир знает как просто Абай, начал переводить произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова и других русских писателей и поэтов. Наиболее известны его 7 фрагментов поэмы «Евгений Онегин».